Всем привет, друзья! Ну что, с вами художник Хелен Ши. Давайте я сегодня вам расскажу, какие способы я еще использую для того, чтобы продавать свои картины. Итак, сегодня я буду рассказывать вам про Facebook. Совсем недавно, очень недавно, может месяц назад, я стала видеть, что у меня в ленте появились какие-то группы, и люди постят картины свои. Мне стало интересно, и я зашла в группы. То есть вы заходите на Facebook, заходите в поисковик, там, где группы, и забиваете группы арт-группы, там пишем современное искусство или искусство разное. В общем, забивайте все, что касается искусства. И вам выйдет, либо это будут русские группы, я забивала и на английском, и на итальянском, и мне выпадает большое количество этих групп, и что я делаю? Я подаю запрос на эти группы, но я нахожу группы такие, где хотя бы там от 50 тысяч подписчиков, чтобы было много подписчиков. Вот. И как только мой запрос одобрят, я начинаю постить все свои работы. Причем я пишу описание, я пишу, кто я пишу, что это за работа, и выставляю. И вот совсем недавно, буквально 4 дня назад, я выставила свою бабочку большую. Вот вам сейчас покажу. Посмотрите, сколько она набрала лайков. И буквально через какое-то время мне написала девушка о том, что она хочет купить принт моей работы. Сначала она спросила, делаю ли я принты, продаю ли эти принты. Я сказала, что да, прислала ей ссылку на сайт Gallery. А она мне написала уже потом в личку и спросила, как можно заказать непосредственно через меня, сколько это будет стоить, что будет. В общем, мы начали переписываться и вести уже диалог о продажи. И так как я только начала это делать, и я еще только там в нескольких группах зарегистрирована, я точно вам хочу сказать, что этот способ работает, потому что он не только работает в продажах, но он и работает в узнаваемости вашего имени. Чем больше вы найдете таких групп, чем больше вы будете выкладывать свое творчество, то, что вы делаете, вы начнете постепенно продавать и свое имя. Если ваши картины, как один мужчина, мне понравилось, написал комментарий, я такой ценитель, который могу сказать, нравится мне или не нравится, картина задела меня или нет, захочу ли я еще раз увидеть картину или нет. То есть вы понимаете, это очень важно знать, что нравится ли твоя работа, захотят ли люди еще вернуться к этой работе, и захотят ли они еще раз на нее посмотреть. Почему? Потому что если они этого захотят, они запомнят ваше имя, они зайдут дальше, начнут искать вас в интернете и найдут. Поэтому очень важно иметь такие способы продвижения, как Инстаграм. Я об этом всегда буду говорить. Я понимаю, что у кого-то может быть проблемы с профилем, что-то не получается, но страничку для своих работ, это как ваш каталог работ, понимаете? Для того, чтобы вы даже сами могли посмотреть, как вы развиваетесь и какие работы у вас есть. И показать это другим. Инстаграм. У вас должна быть страничка ВКонтакте, в Фейсбуке, Pinterest. Немножко сложная платформа, сложно с ней разобраться. Я настроила свой телефон так, что когда я делаю какую-то фотографию, какой-то пост, я могу перепостить его в Pinterest автоматически, или видео, или фотографию. Вот. Но пока я еще до конца не нашла способ продвижения там, но я думаю, что я к этому приду. Твиттер я тоже использую исключительно для того, чтобы делать перепосты своих работ. И дабы быть на слуху, понимаете, Если вы придумали уже себе имя, если вы точно понимаете, что вы этот художник, и вы больше не будете сменять свое имя,
то вы смело должны работать на то, чтобы вас начали узнавать. И узнаваемость, она приходит за счет интернета. Сейчас в таком моменте, когда люди просто не вылазят из мобильных своих, потому что мы все на карантине, потому что у нас и продлевают этот карантин, а в некоторых странах только начинается карантин. Что людям делать? Они начнут активно сидеть в интернете и смотреть. Поэтому сейчас самое благоприятное время, чтобы заявить о себе, чтобы рассказать о себе, составить свою какую-то небольшую биографию, показать свои работы. Может быть, у вас есть свой сайт, и когда вы будете постить в группах свои картины, вы можете указать, что у вас есть сайт в комментариях, например, потому что когда вы только показываете свою работу, вы не можете ссылки там на сторонние какие-то сайты показывать, а вот в комментариях, когда кто-нибудь вам напишет, вы уже кому-то можете ответить. Посмотрите еще, вот у меня есть профиль, например, в Инстаграме. Профиль, конечно же, должен быть оформлен, чтобы человек, который перешел на этот профиль, он понимал, с кем он имеет дело, он понимал, что за художник перед ним, что он рисует, где этот художник проживает, да, как он может связаться с вами, это может быть электронная почта, это может быть телефон. Понимаете, информация о вас должна быть как можно больше, потому что я веду YouTube-канал, и я вам хочу сказать, что у меня есть и там ссылки, и в описаниях ссылки, есть ссылки в вкладке о канале, есть ссылки в шапке, но мне до сих пор пишут: Елена, можно ссылку на ваш Инстаграм? И знаете почему? Потому что не все знают, где находятся ссылки, не все знают, как ими пользоваться, и им легче написать, чтобы вы дали им ссылку. Поэтому всегда будьте открыты со своей аудиторией. Если у вас будут спрашивать, вы должны дать нужную о вас информацию. И чем больше вы дадите, тем лучше. Потом важно отнестись, конечно, к своей биографии. И я сейчас читаю очень умную книжку по продвижению своего личного бренда, и могу сказать, что визуал и описание – это одно из самых таких важных, что есть у нас, потому что мы, художники, в основном продаем свои картины, продаем картинку своей картины, да, то есть мы работаем через интернет. Все равно все, кто к нам приходит, нас либо увидели, либо услышали. И даже когда вы встречаете соседа, вы его сразу не зовете к себе домой показать свои картины, вы показываете ему свою картинку, да, картинку своей работы. Поэтому картины, которые вы пишете, они должны быть, конечно, отлично сфотканы. И для продвижения используйте разные группы. Вот я попробовала Facebook, и я понимаю, что дальше есть куда расти. У меня еще есть YouTube-канал, и я могу найти такие группы, где показывают, как пишут картины, и выставлять там свои видео. Если же вы просто рисуете, находите такие группы, и ВКонтакте их тоже, кстати, очень много, и пишите им, выставляйте свои работы и не стесняйтесь вообще себя предлагать. Из 100 предложений на один вам кто-то ответит, но это будет здорово, потому что если вы будете сидеть и ничего не делать, просто рисовать картину, но никак себя не продвигать, очень сложно будет это сделать, и, честно, надо работать. А сейчас такое хорошее, благоприятное время, когда можно использовать ресурсы интернета в полной мере, потому что сейчас люди сидят просто и взрывают поисковики, люди хотят занять своих детей, посмотреть, как что-то рисует, посмотреть какие-то картинки. В общем, используйте сейчас в это непростое время интернет в благих целях, в целях своих раскрутки, своего имени и своих работ. Итак, Facebook. Заходим на Facebook или ВКонтакте, находим группы по творчеству, по арт, по искусству
и делаем им запрос, и выставляете свои картины. Люди начнут активно лайкать, какие-то картины не будут лайкать, тогда вы можете, кстати, хорошо понимать, работает это, нравится ли ваша работа или нет. Я, например, выложила на сегодняшний момент 3 фото. Это бокал, это бабочка и полевые цветы. И вот на сегодняшний момент на первом месте просмотров и заказов это бабочка, на втором месте это полевые цветы, и на третьем месте бокал. Вот так вот, то есть, и я смотрю, я уже понимаю, так, в этой группе интересно вот такое искусство, а вот там вот пролайкали в той группе больше вот это вот, и я буду стараться туда выкладывать это, то есть подогревать интерес к своим работам. Вот все, что и требуется от вас, просто потратить час на поиски этих групп, дать заявку и еще, кстати, есть аукционы, я тоже на одном подписана, итальянский аукцион, где я выставляю свои работы и ставлю 1 евро, это означает, что если вы ставите сумму 1 евро, то значит цена по требованию, если кто-то захочет купить мою работу, они мне напишут в личку, и я им скажу, сколько эта работа стоит. Вот и все, то есть ищите эти группы, и все у вас получится. Ну что, я думаю, что сегодня очень было полезное видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я не знаю, как еще попросить вас. Мне очень-очень хочется набрать 10 тысяч подписчиков. Кстати, в Инстаграме я уже набрала 10 тысяч подписчиков, чему очень рада. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео, если они были очень полезными. И как сказать, до новых встреч, пока-пока.